Если спросить случайных людей о том, какие компьютеры из 80-х, 90-х им известны, то некоторые скажут, что это был ZX Spectrum или Atari. Другие, что это были какие-то IBM. Третьи вспомнят QVT или божественную Amiga. А большинство скажут, что в те времена компьютеры видели только на картинках. В общем-то, в перестроечные времена и понятия такого не было, как домашний компьютер. После падения железного занавеса к нам хлынуло изобилие заграничной техники. Начали открываться компьютерные клубы с разнообразным железом, например, компьютерами Atari или IBM, а в это время в остальном мире доживал свой век один из самых популярных домашних компьютеров Commodore 64 или сокращенно C64. Он даже был удостоен книги рекордов Гиннесса как самый старый долгожитель на рынке, ведь практически без изменений в железе он официально продавался целых 12 лет. А в народе его называли не иначе как хлебница, из-за характерной формы корпуса. А Spectrum называли тостером за форму радиатора. Да что они там, голодные что ли? Все началось в 1976 году. Компания Commodore покупает производителя микросхем MOS и выпускает свой первый компьютер Commodore PET, который был построен на базе одноплатного компьютера для энтузиастов KIM-1. Commodore PET имел 4 килобайта оперативной памяти и монохромный текстовый дисплей. В 1980 году выходит его наследник Commodore VIC-20, который располагает уже 5 килобайтами памяти и имеет отдельный чип VIC для отрисовки цветной графики. А в 1982 году должен был выйти следующий апгрейд с названием VIC-40, но его переименовали в Commodore 64, чтобы подчеркнуть наличие 64 килобайт памяти. Для сравнения, у главных конкурентов того времени с этим параметром было куда хуже. Например, Apple II мог похвастать всего 4 килобайтами, а Atari 800 – 8. Секретом его популярности были не только выдающиеся характеристики, но и грамотная и агрессивная ценовая политика. Чтобы не пересказывать Википедию, историю про создание и становление на рынке оставлю на самостоятельное изучение. Очень интересно, обязательно почитайте. Основными отличиями Commodore 64 от VIC-20 были новые чипы, дающие новые графические и звуковые возможности. Графический чип VIC-2 теперь имел аппаратную поддержку спрайтов, а графические режимы могли одновременно отображать 2 цвета в разрешении 320 на 200 или 16 цветов в разрешении 160 на 200. Ничего странного не заметили? Действительно, расширенный цветовой режим является вертикальным, и для того, чтобы отобразить его на экране, картинка растягивается, поэтому многоцветные пиксели в этом режиме кажутся прямоугольными. Кстати, о цветах. Наверное, только ленивый не ругал странный выбор цветовой палитры. И если ZX Spectrum имеет ядерные вырвиглазные цвета, то C64, наоборот, очень блеклые. Второй фишкой этого компьютера являлся революционный для своего времени звуковой сопроцессор SID, который долгое время был эталоном электронного звучания. И по сравнению с биперами или звуковыми чипами на других компьютерах того времени, он и правда звучал офигенно. Как можно догадаться по коробке, приехал этот компьютер из Германии. И судя по запаху мокрых тряпок, долгое время он хранился в сыром помещении. Надеюсь, на платье это не отразилось. С коробкой вообще не церемонились. Хоть она не от этого компьютера, но можно было хотя бы в пленку обернуть. Эх, никакого уважения к культурным ценностям. На коробке видим рекламу кассетника. И тут она не просто так. В отличие от того же Spectrum, в который можно было загружать программы с любого бытового магнитофона, тут этот номер не пройдет. Все дело в том, что на Spectrum аналоговый цифровой преобразователь, а проще говоря микросхема, которая переводит звук в цифру, располагалась на плате компьютера, а на компьютерах Commodore она находится вот в этом самом аксессуаре, который называется датасет. Кроме того, компьютер мог управлять этим кассетником, например, включать или останавливать мотор, а также понимать статус нажатия кнопок. Представляете, боль ребенка, который кое-как выпросил компьютер, а теперь надо еще аргументировать покупку магнитофона для него. Давайте уже посмотрим, что внутри коробки. Да уж, кто-то дорвался до фломастеров. Я надеюсь, что к этому времени этот кто-то уже вырос, обзавелся собственной семьей и ему стыдно за содеянное. Далее идет увесистый блок питания и запчасти от коробки.
Мой экземпляр является поздней модификацией компьютера в новом корпусе и называется Commodore 64C или просто 64C. Так как данная модель не считается каноничной, то и достать ее гораздо проще, но по железу они практически идентичны. В этом клиновидном корпусе компьютер начал выпускаться с 1986 года в соответствии с новым фирменным дизайном, который задал наследник Commodore 128, и хлебницей теперь его сложно назвать. Вы, наверное, уже обратили внимание на эту необычную клавиатуру. Так как компания Commodore была в числе пионеров по освоению рынка настольных компьютеров и к началу 80-х еще не существовало каких-либо устоявшихся компьютерных стандартов, то в Commodore решили не изобретать велосипед и взять за основу раскладку клавиатуры электрических печатных машинок. Причем явно вдохновлялись печатными машинками фирмы Smith Corona. И если модель PET в поздних ревизиях позаимствовала только шрифт, то клавиатуры VIC-20 и C64 имели практически идентичную клавиатуру, как по форме клавиш, начертанию символов, так и компоновку раскладки. Никаких тебе Enter и Backspace, только Return и Delete, а вместо Caps Lock классический Shift Lock. Кстати, Shift Lock тут в прямом смысле Lock. Это кнопка с фиксацией, которая блокирует в зажатом состоянии основную клавишу Shift. Ну прям как в печатных машинках. На правой стороне корпуса находятся порты джойстиков, выключатель и разъем питания. А вот задняя часть более интересная. Основным портом является порт расширения. К нему можно подключать как картриджи со служебным софтом или играми, так и платы расширения ЗУ. Разъем видео несет в себе композитный сигнал для подключения по тюльпану, раздельные составляющие, совместимые со стандартами с видео, а также вход и выход аудио. К серийному порту чаще всего подключается внешний дисковод, но можно было подключить и принтер. Вообще реализация этого порта на компьютерах Commodore отличается от стандарта RS-232, и в теории можно одновременно подключить до 26 устройств, но фактически не более 8, так как микросхема на входе порта по питанию не вытягивает большее количество устройств. Название кассет-порт говорит само за себя, и кроме кассетника сюда ничего не подключается. Пользовательский порт – это по сути аналог LPT-порта, к которому можно подключать принтеры, модемы или другую периферию. Блок питания тоже не совсем обычный. У него на выходе идет 5 вольт постоянного и 9 вольт переменного напряжения. Мне стало интересно, для каких таких целей нужно было отдельно пускать переменное напряжение. И я, мягко говоря, удивился. Входящие 9 вольт постоянки выпрямляются и повышаются до 12, которые нужны для работы звукового чипа. А еще 9 вольт постоянки нужны для питания RF-модулятора. Непонятно, почему бы просто не заводить 12 вольт в компьютер и понижать их по мере необходимости. Возможно, это было сделано для обратной совместимости с более ранними моделями компьютеров. Дата выпуска блока питания – сентябрь 86-го. Но, скорее всего, он тоже не от этой модели, так как эти ревизии комплектовались блоками питания прямоугольной формы. Ну да ладно, пора посмотреть, что внутри. Вот вы все шутки шутите про синюю изоленту, а тут на заводе провода прозрачным скотчем клеят. И это не чей-то колхоз, а заводское исполнение. Плата компьютера полностью экранирована, но если бы в советской технике это был миллиметровый лист из нержавейки, то тут картонка с фольгой. Эх, капиталисты. А вот теперь рассмотрим плату поближе. Два крайних чипа называются CIA – комплекс интерфейс адаптер, или проще говоря, контроллеры ввода-вывода. Первый отвечает за джойстики, клавиатуру и кассетник, а второй за последовательные параллельные порты, видеопамять и обработку прерываний, а также какой-то из них отвечает за счетчик времени. Шрифты и системное ядро хранятся вот в этих двух чипах, и по сути это обычные ПЗУхи. Это центральный процессор, обновленная версия MOS 6510 на новом техпроцессе, но все с той же частотой 1 МГц. Самая жирная микросхема объединила в себе несколько чипов, и главный из них это чип PLA, который занимается управлением памяти и шиной данных компьютера. А вот эти две штучки, собственно, и есть виновники торжества, в честь которых назван весь компьютер. На фоне остальных микросхем выглядит, мягко говоря, невзрачно. Это память. Два чипа по 256 килобит, что в сумме и дает 64 килобайта ЗУ. Всю красоту на экране наводит чип VIC-2, любитель вертикальных режимов.
И последний чип – это знаменитый звуковой синтезатор SID, который, собственно, отвечает за звук. Как видите, на плате нет практически ни одной микросхемы общего назначения. Все они специализированные и кроме как в компьютерах Commodore нигде не используются. Именно поэтому и не было такого количества клонов, как у того же ZX Spectrum. А вот эти конденсаторы мне что-то напоминают. Вспомнил, кораблик из Галактия. Корпус не сильно пожелтел, в отличие от клавиш. Это особо заметно, если сравнивать цвет со внутренней стороной клавиши. Но этот момент мы поправим. Правда, с корпусом возникли проблемы. У меня не нашлось достаточно большой емкости, чтобы поместить туда половинки корпуса. Поэтому придется воспользоваться не самым удобным способом с осветлителем для волос и пищевой пленкой. А вот клавиши хорошо поместились в бутылку. Их зальем перекисью и отправим греться на батарею отопления. Главное не забудь сделать в крышечке маленькую дырочку для отвода газов, иначе будет весело. Так как для вывода звука и видео тут стоит комбинированный разъем DIN 8, а в комплекте нет подходящего кабеля, то пришлось колхозить этот кабель самому. Получился вот такой переходник. Заодно распаял выход под S-видео. Многие из вас видели этот экран загрузки и ранее, хотя и не подозревали, что это Commodore 64. Я сейчас говорю о пасхалке в игре GTA Vice City, где разработчики отдали дань памяти этому компьютеру, с которого многие из них начинали свою деятельность. Если приглядеться внимательнее, то будет видно, что количество свободной памяти не дотягивает даже до 39 килобайт, не говоря уж о 64. Остальная память отводится под ядро системы и интерпретатор языка Basic. Но если загружать программу в машинных кодах, то будет доступны практически все 64 килобайта памяти. Вот такие дела. Затянулся осмотр, пора бы что-нибудь загрузить. Я подумал, раз уж теперь этот комп получил российскую прописку, то неплохо бы привить ему и нашу культуру. Так как фирменного магнитофона у меня нет, а загружать софт все равно надо, то я собрал для него вот такую приблуду. Есть идея, что это такое? Магнитофонная читалка от Ленинграда. Пускай узнает всю боль советского бытия. Это временное решение, поэтому и так сойдет. Главное, что работает. С рандомного сайта были скачаны несколько игр с турбозагрузчиком. И первой игрой загрузим Dizzy, так как большинство из вас все-таки имеет представление, что это за игра и как она выглядит на спектруме. Ну, типа, чтобы было с чем сравнивать. Процесс загрузки не сильно отличается от такового на Spectrum. Также по бордеру бегают полосы и также загружается заставка. Ну или не загружается. Разве что звука самой загрузки тут нет. Знакомый саундтрек на чипе SID играет новыми красками. Такая плавность движения на столь слабом процессоре возможна благодаря чипу VIC-2, у которого есть поддержка аппаратного скроллинга и спрайтов, а также отсутствие явно выраженного клэшинга. На видео это выглядит не слишком плавно, но это заслуга моего ТВ-тюнера, а не компьютера. Хотя по сравнению с той же спектрумовской версией, тут отсутствуют звуковые эффекты.
Эту игру даже представлять не надо. Отличий от версии на Spectrum немного, даже тормозит в тех же местах. Следующей игрой будет Bubble Bobble. Опять нас приветствует интрошка загрузчика. А тут с управлением вообще беда. Первый игрок с клавиатуры не может управлять вообще, а второй вот этой странной комбинации клавиш, под которой находится клавиша сброса игры. Спасает тот факт, что порты джойстика построены по стандарту Atari. И сеговские джойстики тоже работают по стандарту Atari. Ну, вы поняли мысль. Действительно, на C64 работают джойстики от Sega, хотя и не во всех играх. Но вот опять незадача. Геймпад в первом порту управляет вторым игроком, а второй геймпад первым. Это чудо чудесное. Это чудо чудесное. Ну ладно, дело пошло, а это главное. Да так пошло, что я залип и дошел до 99 уровня. И прошел бы дальше, если бы уровни не стали такими упоротыми. Короче, мы напарывались с вражиной и застряли в стенах этого уровня. Если загрузим Golden Axe, то для коротания ожидания загрузки нам предлагают посмотреть вот такую интрошку. Вот только дальше этой интрошки дело не сдвинется. Эту игру портировали с дисковой версии и, судя по всему, криво, либо сам загрузчик кривой. Кстати, с загрузчиками на Commodore совсем все плохо. Например, загрузив игру Demon's Kiss, мне сразу предлагают какие-то читы, а при старте игры я ничего не могу сделать, кроме как листать игровые экраны. И это не первая такая игра, таких мне попадалось несколько. Другие игры вообще отказывались загружаться. Опять-таки, если сравнивать с тем же Спектрумом, насколько я помню, там есть два типа ленточных файлов, а тут целое ведро с горочкой. Еще одной нормально загруженной игрой была DNDR. Вполне себе неплохой платформер, жалко, что без фоновой музыки. Double Dragon вроде как загрузился, но как-то криво. Дальше кривого титульного экрана тоже не пускает. А вот еще одна интересная демка. Она стартует почти сразу и подгружается в процессе показа. Короче, с ленточным софтом у меня как-то не задалось. Вообще, большинство годного софта и графонистых игр распространяется на образах дискет, которые, по понятным причинам, мы загрузить через магнитофонную читалку не сможем. Поэтому эту задачу оставим на другой раз. Не забудьте подписаться на канал, если сегодня тут впервые, а также нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!